Нагадаю, наворожу, да все тайны расскажу. Хотя нет, не расскажу. Все буду держать в себе, и, конечно же, вы сами догадаетесь, что у меня вообще происходит. И это следующее видео про знаки зодиака, и говорить мы будем про знак зодиака Скорпион, его характеристики, принцип действия. И если ваш асцендент, или простыми словами восходящий знак, а также другие планеты вашего гороскопа находятся в Скорпионе, то обязательно смотрите это видео, оно будет для вас актуально и полезно. А это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем! Скорпион – это 8-й знак зодиака по счету в нашем зодиакальном круге. И это второй представитель стихии воды. Но эта вода не такая, как веселый эмоциональный ручеек у восходящего рака. А Скорпионе вода – это вот представьте себе такую картину. Полумрак, полнолуние, вокруг темно, и свет луны отражается в глубинном и загадочном озере, а вокруг лес и ни души. И люди-скорпионы обладают вот этой загадочной и интригующей природой, полной глубины и страсти внутри. То есть они как тайны, которые находятся на самом дне человеческой души. И такие люди обладают аурой загадочности, которая непроизвольно притягивает внимание окружающих. И их черты характера кажутся очень сложными пазлами, которые всегда оставляют что-то за гранью видимого. И как у нас принято считать, что человек, особенно девушки, хотя и парней это тоже касается, должны оставаться загадками, чтобы у окружающих был интерес их разгадать. Но скорпионы — это по сути не загадка, это какой-то ребус, который решить удается далеко не каждому. И эта игра может быть на всю жизнь. Скорпионы, они склонны к секретности, то есть они могут скрывать свои истинные чувства, причем внешне они даже глазом не моргнут, что что-то у них случилось, что что-то их беспокоит. И вот представьте себе сейчас другую картину. Вот у вас в руках есть вещь, которая полыхает в огне, ну, например, любимая кофточка, которую сожгли на костре, и вот она горит. И вот эту вещь вы бросаете в холодную воду. И вспоминаем физику. Какой происходит эффект? Правильно, холодная вода, она тушит этот огонь, но тушит его не быстро. И происходит вот такое испарение, шипение, бурление, пока огонь этот не остынет. И фишка в том, что вода, она покрывает эту вещь, окутывая своим вот этим холодным спокойствием. Так и люди-скорпионы. Если их что-то бесит, что-то раздражает, они легко воспламеняются, как огонь, но держат свои истинные чувства и эмоции внутри. И вот шипеть и испаряться это все будет тоже у них именно внутри. А внешне они останутся непоколебимыми, как вода в стоячем озере, которая окутывает просто все эти эмоции. Поэтому я и говорю, что даже глазом не моргнут и внешне свою истинную реакцию не продемонстрируют. Хотя свои эмоции скорпионы переживают очень глубоко и очень интенсивно. И даже если у вас, например, другой восходящий знак, но в вашем гороскопе есть планеты, которые попали в знак зодиака Скорпион, то по функциям этих планет будут проявляться эти скорпионьи качества. Скорпион — это знак тайн, секретов, и они часто скрывают свои намерения, планы, что делает их труднопонимаемыми для других. Ну а по сути, а для чего всем знать все эти секреты Скорпиона? Ну живите своей жизнью и меня не трогайте. Вот такой у них принцип. И скорпионы известны своими страстными поисками и глубокими желаниями. То есть они часто ищут глубокие смыслы и пытаются разгадать и понять тайны этой жизни. То есть такие люди часами могут изучать философию, психологию или заниматься другими духовными практиками. И скорпион — это прототип 8-го дома. То есть секреты, тайны, все, что скрыто за 7 замками, какие-то спецслужбы, риски, авантюры, ясновидение и даже смерть. И такие люди, как сундук с неизведанными и неопознанными богатствами. Но так или иначе, этот знак обладает внутренней силой, устойчивостью, и скорпион может пережить даже самые тяжелые испытания и выйти из них еще сильнее. И скорпионы — это единственный знак зодиака, которому, к сожалению, досталась такая тяжелая доля, то есть доля трансформаций. И люди-скорпионы на протяжении всей жизни будут испытывать разного рода
потрясения, какие-то вот ситуации, которые будут переворачивать их жизнь с ног на голову, на 180 градусов. И их задача состоит в том, чтобы научиться трансформироваться, научиться обновляться, научиться вписывать себя вот в новую реальность, какие-то новые обстоятельства. И они могут претерпевать глубокие перемены в своей жизни, но это является толчком, чтобы достигать новых высот. То есть рост через кризисы, рост через потери. И с одной стороны, скорпионы достаточно эмоциональные, это стихия воды, и они тяжело будут переживать эти потери. Но с другой стороны, с течением времени они должны научиться обрастать вот этой толстой кожей и принять тот факт, что это их путь, который делает их только сильнее и мудрее. Это как феникс, который должен восстать из пепла, оставив позади старое и житое, и воссоздавая себя по-новому и в новой реальности. И с каждым разом процесс регенерации, он происходит быстрее, то есть раны заживают быстрее, но при этом шрамы остаются в виде опыта, который называется жизнь. Поэтому скорпионы обладают очень сильной волей, и они могут ставить перед собой какие-то даже супер амбициозные цели и прилагать максимальные усилия, чтобы их достичь. И вот эта их внутренняя сила помогает им преодолевать трудности и вызовы в жизни. Скорпионы, они достаточно решительные по натуре своей и обладают упорством. И если им надо достичь какой-то цели, они готовы идти к ней через любого рода трудности и препятствия. Они всегда найдут выход или сами протопчут тот путь, который приведет их к результату. И если они взялись за дело, то уже нет пути назад, и надо идти только вперед. Трудолюбие и настойчивость – их верные спутники в достижении успеха. Также знак Скорпиона тесно связан с аналитикой, и восходящие Скорпионы – это все-таки аналитики по своей природе. И этот знак обладает невероятной способностью исследования, и они могут копать глубоко в детали и найти ответы на сложные вопросы. И даже если в вашем гороскопе другие планеты попали в знак Скорпиона, они тоже приобретают аналитический склад ума. Например, Меркурий в Скорпионе, и он легко может соревноваться с Девой. И если вот, например, у вас асцендент в Скорпионе, то человек исследует и анализирует все, что попадает в сферу интересов человека. Если Меркурий в Скорпионе, это аналитика бизнеса и продаж, может быть. Если Венера в Скорпионе, это анализ и психология во взаимоотношениях с другими людьми. То есть сопоставляем мы таким образом. Но я на эту тему запишу отдельное видео про планеты в знаках зодиака. А мы вернемся непосредственно к самому знаку Скорпиона. И скорпионы настолько любят копать в суть, что вопросы о глубинных механизмах действия этого мира и человеческих взаимоотношениях не оставляют их равнодушными. То есть скорпионы — это настоящие исследователи души, исследователи каких-то невидимых миров, либо глубин человеческого существования. И они также могут интересоваться какими-то духовными практиками, магией, всем, что связано с чем-то неизведанным, необычным. И, скажем так, по более лайтовому пути и на более поверхностном уровне они изучают у нас психологию, философию, размышляют о жизни, но со временем у них может проявиться интерес к более оккультным знаниям, к магии, к астрологии, картам Таро, эзотерическим каким-то наукам, которые будут помогать раскрывать их вот эту врожденную чуйку еще больше. Но жизненный путь у скорпионов, он не гладкий, он полон страсти, интриг, каких-то постоянных открытий. Скорпионы обладают чрезвычайно хорошим пониманием психологии и выдающейся интуицией. То есть они могут читать между строк и понимать скрытые мотивы и чувства других людей. То есть они чувствуют и видят ситуации насквозь, поэтому заговорить им зубы или пустить по ложному следу не получится. Они сумеют вскрыть скелеты в шкафу, чтобы принять правильное решение, если им это понадобится. И их интуиция подсказывает им, когда что-то неладно. И вот скорпионы часто обладают вот этим невероятным чутьем на опасность и могут предвидеть даже какие-то неприятности в своей жизни. И из этого вытекает следующая черта,
для скорпионов, что они склонны впадать в какие-то чрезмерные переживания, и они тяжело переживают свои эмоции, события, которые происходят вокруг них. То есть вплоть до того, что они могут придать настолько интенсивный эмоциональный окрас ситуации и накрутить себя и остальных на ровном месте, хотя на самом деле ситуация может яйца выеденного не стоит. То есть у них такая склонность делать немножко из мухи слона. Поэтому в разговорах со скорпионами очень важно фильтровать свою речь. И особенно важно, если у человека Луна находится в Скорпионе, потому что они вот прям гиперчувствительные. И вообще у скорпионов хорошая память. Ну, нет, они не злопамятные, не подумайте, у них просто хорошая память. И все ваши поступки и выводы о вас хранятся в их памяти, как папочка с досье на каждого человека. И с восходящим скорпионом вам никогда на самом деле это не будет скучно. Они могут быть загадочными и осторожными, но также откровенными и искренними. Эта смесь черт характера вот делает их ну, такими очень интересными друзьями, товарищами. И скорпионы, они настоящие хранители секретов. Они умеют хранить чужие тайны, и все, что вы им скажете, будет храниться под 7 замками. Но особенно в секрете все-таки они предпочитают хранить свою личную жизнь, и они очень деликатны по отношению именно к своей личной жизни. Поэтому за ней они тоже охотно ставят вот такой надежный замок, и только с единицами, которые входят в близкий круг общения скорпиона, они готовы обсуждать вот какие-то нюансы и делиться какими-то сокровенными тайнами, сокровенной информацией. И можно сказать, что в отношениях скорпиона они стремятся даже больше к какой-то доминирующей позиции, потому что они немножко зависимы от власти и контроля. И это может проявляться как в личной жизни, так и в рабочих отношениях. И вот эта потребность в контроле может быть для них как сильной стороной, благодаря которой скорпионы выстраивают хорошие защитные границы, так и слабой, потому что велик риск переборщить, что приведет, соответственно, к конфликту. А в конфликтах скорпионы абсолютно не мешкаются, и они легко могут пустить свой скорпионий разрушительный яд в сторону оппонента и ужалить. Поэтому, конечно же, не мешало бы взвесить все за и против, прежде чем идти на рожон, и, возможно, в каких-то вопросах стоит ослабить свой контроль, да, чтобы не доводить до какого-то конфликта. В любви и в дружбе скорпионы могут быть чрезвычайно преданными, и они стремятся защищать тех, кого они любят. И они готовы даже пойти на край света за своим избранником. И скорпионы могут быть очень страстными в любви. И это такой бушующий ураган эмоций, который впоследствии может также сделать скорпионов агрессивными в конфликте. И это страстный знак зодиака, и вот глубокие эмоции скорпиона создают на самом деле крепкую связь с окружающими. И они склонны привязываться к людям. И это такой уровень отношений, как формируется некая связь между мирами, вот между миром одного человека и между миром другого человека. Также скорпионы чрезвычайно чувственные, и они склонны наслаждаться физическими удовольствиями. Но так или иначе, в любви они все-таки идут до конца и готовы даже пойти на любые жертвы ради вот тех, кого они любят. Скорпионы ценят глубокие философские разговоры, да, разговоры по душам. Им нравится исследовать, раскрывать тайны этого мира, тайны других людей. И в целом можно сказать, что такие люди как бы живут с огоньком, будь то в их работе, будь то в отношениях, каких-то увлечениях, и скучать однозначно не придется. Но удивительно то, что несмотря на всю глубину и тайну своего характера, скорпионы обладают все-таки отличным чувством юмора, хотя оно может иметь и немножко такой ядовитый окрас. Их сарказм и наблюдательность делает их интересными собеседниками. И в целом можно сказать, что скорпионам комфортно будет все-таки водить дружбу с себе подобными, с представителями родной для них стихии, это раки, скорпионы, рыбы, и они будут как бы на единой эмоциональной волне. И тут не обязательно человек должен быть восходящим раком, скорпионом или рыбой, а может он быть любым восходящим знаком, но при этом его луна находится в раке, в скорпионе, в рыбах, и такая совместимость тоже имеет место быть. Но и
кармически скорпионы, они все-таки связаны с Тельцом, которые являются полной противоположностью интуиции, тайны, какого-то философского смысла. И Тельцы покажут Скорпиону именно противоположную огранку этого мира. Материальность, там, фактическое наличие разного рода благ, комфорта, развлечений. Но это все-таки мы с вами будем обсуждать уже в другом видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, посмотрите другие видео из этого плейлиста, чтобы понимать лучше своих родных и близких. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч! Пусть старо, как мир, проклятие, корча, порча, приворот, практикуемый проклятием современнейший подход.